Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодняшний хобби-влог будет посвящен уборке. Хочу все разложить как следует, потому что далее я планирую еще поснимать видео о канцелярии. Я несколько раз собиралась, выкладывала там одну часть, и все, на этом дело не шло. Поэтому сейчас я для начала хочу все разобрать, так как вот я еще и маркеры до сих пор храню в этой сумочке. Я как-то переложила Sharpie из вот этой корзинки, которая вот здесь стояла. Но сейчас я планирую, скорее всего, маркеры снова туда вернуть. Я так думаю. Есть некоторые соображения, а может быть и не верну, но мне в любом случае нужно место под вот эти маркеры. Хотя потом в процессе я еще проведу некоторое расхламление. Я уже начала проверять фломастеры. Большая часть из них пишет, но вы знаете, что-то я и выкинула, то, что уже не пишет. Но я проверила далеко не все. Ну и в принципе, вот, например, постоянно пользуюсь акварелью, вот в те контейнеры что-то складываю необходимое, поэтому, конечно, нужно разобраться, навести порядок, и сегодня я уже этим займусь. Вот у меня такой классный календарик, который мне Оксана подарила. Привет тебе, огромное спасибо. Классный календарик, так что приступлю. Я уже сходила погулять, немножко повязала и вернулась к уборке. Ну, собственно, я когда вступление снимала, я и планировала сначала уж пойти погулять. Просто, знаете, иногда бывает так, что какое-то видео думаешь, что вот надо снять, и самое главное начать. В общем, как вы знаете, здесь у меня на верхней полочке лежали красные фломастеры, потом темно-коричневые и светло-коричневые. Но я подумала, что как раз все это можно разделить вот так. Теперь все это поместилось в одно отделение, и я просто взяла из картонки, вырезала такие разделители 12 на 13 и вставила. Естественно, что все фломастеры сразу я вытаскивать не буду, поэтому мне кажется, что никаких проблем в использовании не возникнет. Теперь у меня освободилось два отделения. Сейчас я вытащу вот эти Sharpie и буду раскладывать вот эти маркеры. И потом посмотрю. Ну, если мне что-то не понравится, то, конечно же, потом как-то переложу. Я думаю, что, возможно, еще нужно вот с этими разобраться, потому что тоже как-то лежат не очень. Посмотрим. Все 60 штук у меня поместились внизу, так что прям вообще отлично получилось. И Sharpie и всякие другие маркеры, они перекочевали на полку повыше. Здесь вот у меня Sharpie, потом 4 маркера, нет, даже сколько? Раз, два, три, 4, 5. 5 маркеров мебельных из Fix Price, но мы их по прямому назначению не использовали, поэтому лежали, я открыла упаковку и сюда их. Ну и потом всякие по отдельности, то, что мне дарили, то, что я покупала. Вот, и осталась вот эта полочка, я вот с этой сниму сейчас и переложу также с разделителями, думаю, должно поместиться. Поставила разделители, я вот оттуда их взяла несколько и склеила вместе вот таким клеем. Теперь все полочки будут ровные. Сейчас буду все это дело укладывать. Посмотрим тоже, как оно будет, что куда влезет. Процесс идет. Я, как видите, еще немного все поменяла местами, потому что иначе получалось, вот если бы эти розовые лежали там, то зеленые получились бы в разных отделениях, а мне этого не хотелось. Поэтому я решила, что розовые вполне умещаются тут. Я также сделала вот разделители. Подправила немножко, потому что я кое-какие выбросила. Кстати, я сейчас еще один вижу, который надо проверить.
Да, еще с одним фломастером, кисточкой я попрощалась. В общем, я, в принципе, думаю, что должно быть удобно. Сюда я положила также не только шарпи, но и закос под шарпи. И несколько кисточек, плюс еще фломастеры со штампиками вот такие нестандартные, потому что они пишут, с ними вроде все в порядке, но, по крайней мере, я когда проверяла, было все окей. И сейчас один проверила, но просто не хочу сейчас этим заниматься. Так что в целом как-то так. Потом буду смотреть, может быть, что-то еще разложу. Сейчас думаю. Вот там я хочу разобраться. Отсюда что-то перенести. В общем, мне нравится. Вполне нравится такое разделение. Потом покажу, что я выбрасываю, но потом еще будет расхламление. Но вот пока так. Пока что я положила наверх гуашь, потому что внизу не получается положить. Положила ее наверх и туда же сухую пастель петербургскую. Я гуашь иногда использую, но не так часто, равно как и эту сухую пастель. Хотя, знаете, многие ее ругают, я к ней категорично вот так вот не настроена плохо. Она мне вообще одно время очень нравилась, и я ей постоянно пользовалась, но просто когда у меня возникла потребность в более ярких фонах, я купила поштучно мунгу, или как там она произносится, я думаю, вы все поняли. А эту пастель я с удовольствием использую для каких-то нежных фонов, когда, знаете, так чуть-чуть надо, слегка. Вот. Так что пусть лежит здесь. Значит, карандаши, которые лежали наверху, собственно, гуашь стояла там, а вот это вместе со всеми карандашами было на верхней полке. Это не совсем удобно, потому что вот таких карандашей, где 12 цветов или 24 цвета в 2 ряда, или же по 6 штук, их уже достаточно накопилось, как видите, все равно. Целая полка, плюс у меня еще вот там маленькие нестандартные, это мне Тамара из Турции привозила. Кстати, прикольные карандаши. Не скажу, что они прям вау, но они очень хорошие, например, в дорогу можно с собой взять, вполне. Ну так вот, было все это неудобно. А сейчас, потому что вот, например, вот карандаши на этой полке, я ими постоянно пользуюсь в основном. То есть Берлинга металлик, Берлинга пастельные, там, Берлинга мэджики, вот эти двухцветки, еще какие-то, то есть, ну, постоянно они используются, там и Виста Артиста, вот. Ну, внизу я гуашь положила такую вот. Хотя, я не знаю, может быть, есть смысл, конечно, всю гуашь положить. Сейчас подумаю. А сухую пастель, например, как раз-таки еще куда-то, не знаю. Хотя, в принципе, мне кажется, это не так важно. Но положить все на одну полку не получится, так как у меня, видите, да, 5 этих самых коробочек. Ну вот, кстати, есть повод купить 6-ю. Ну, не знаю, вряд ли, конечно, я буду покупать 6-ю. Так, здесь я сейчас буду разбираться, тут пылюка. Так, а это выкраска на новые вот эти маркеры. На те я даже не делала. Ну, как-то, не знаю, к этому была равнодушна. И сейчас я их в пленку решила вот так сделать, наклеить сверху и с одной, и с другой стороны. Хотя это можно не делать, никакой особой ценности нет. Ну, вот мне так захотелось, пусть будет, потому что, ну, удобно с выкраской, в принципе, почему бы и нет. Теперь показываю, что у меня идет в пустышке, на выброс. Вот маркеры пастельные, текстовые делители из Fix Price. Вот эти 3. Как-то я вам показывала, что, в общем, я их купила, они некоторое время лежали, один раз попользовалась, причем они недолго лежали. И, в общем,
многие не писали практически сразу, качество плохое. А с виду они мне очень нравятся, нежные, красивые, пастельные, очень удобно держать в руке, они вообще приятные такие. Но вот, к сожалению, сейчас я их не вижу, но и если бы даже они были бы в продаже, не взяла, потому что, ну, смысл в такой некачественной канцелярии. Так что выбрасываю. Я, правда, когда их вам показывала, что они не пишут, я потом решила их заправить, просто для интереса. Нет, они не подлежат повторной заправке, максимум пару раз выделить текст и все. Так что лучше сразу в помойку. Выбрасываю вот эти фломастеры, кисточки. Когда-то покупала в Fix Price и в магазине тоже какой-то фиксированной цены. По-моему, то ли белорусские, что ли, были магазины, не знаю. Ну, в общем, они изначально были не очень хорошие, и где-то кисточка мягче, где-то жестче, но факт тот, что абсолютно бесполезная вещь, ну и в итоге они высохли, выбрасываю. Вот такой закос под Шарпи, в принципе, исключительно закос. Тоже вот эти, по-моему, я в магазине фиксированной цены, вот именно в тех, которые, по-моему, белорусские были магазины у нас, сейчас все закрылись, приобретала, ну, не пишут, да и толка в них особо не было. Но у меня, знаете, еще тогда, когда я их купила, у меня особо таких вот раскрасок не было, в которых можно было раскрашивать тем, что протекает. Хотя, наверное, на тот момент я купила дудлы, переполох дудлов, но мне не нравилось. У меня та раскраска довольно поздно появилась. Просто вообще, знаете, когда вот штабила, как раз тоже один фломастер выбрасываю, они, в общем-то, протекали. Но тогда у меня не было таких раскрасок, где можно было все это раскрашивать. Потом, когда уже переполох дудлов появился, эти стали фломастеры заканчиваться, вот эти еще не появились, и я, ну, как-то мне быстро надоело в дудлах раскрашивать. Хотя, кстати, да, я, по-моему, вот штабила раскрашивала. Ну и, короче, все выбрасываю. Но штабилы очень крутые, они практически не полосят, их надолго хватает, они вообще реально долговечные и очень классные. Именно вот штабила Power. Маркер спиртовой мазали, Фантазия. Ну вот это самые первые, которые я приобретала, и один закончился. 183 номер. Когда-то Fix Price вот такие покупала, там были наборчики. Ну вот один остался, тоже не пишет. Happy Color от Бруно Висконти, ну вот тоже закончился. По-моему, не протекал, весьма хорошее качество, но я его часто юзала. Это вот, мне кажется, из Fix Price набор. Тоже не пишет. Центропен Rainbow Kids. И вот этот какой-то No Name. В общем, вот столько вот идет в помойку. Пока прибираюсь, решила озвучить информацию, такие новости. Дело в том, что на моем канале, как вы знаете, всегда, ну, в основном много видео, разноплановый контент, он таким и останется. Но что касается раскрашивательного контента, здесь всегда будет раскрашенное за месяц, также ежегодные челленджи, плюс какие-то новые совместные раскрашивания в формате хобби-влога. Но там раскрашивание на камеру уже теперь присутствует редко и, скорее всего, не будет. Также в большом количестве будут лайф-влоги, косметика, вязание, мыловарение. Ну и, повторюсь, раскрашенное за месяц и челленджи. Чего не будет на канале, так это раскрашивание на камеру или будет крайне редко. Раскрашивание на камеру я переношу на канал Boosty. Я там зарегистрировалась и выставила минимальную цену за подписку 200 рублей. За это вы получите не менее 4 видео в месяц. Не менее, потому что если наберется 15 подписчиков, то будет 8 видео в месяц. Если 75 наберется, то 15 видео в месяц будет. За те же самые 200 рублей. Понимаю, что скорее не всем это понравится, но так или иначе. Я долго думала, создавать там канал или нет, и решила, что
создам. Хотя изначально я не планировала, а потом я не понимала, что я могу там вам предложить. Но сейчас вот пришла мне такая идея в голову, поэтому ссылка будет под видео. Если хотите меня поддержать, буду очень рада. В общем, пока будет вот так. И отсниму некоторое количество видео, и потом уже еще более глобально здесь разберусь, все переставлю, ну и так далее. Если данное видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм, Телеграм и так далее. Все ссылки будут под видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.